Всем привет! Сегодняшнее видео пойдет о том, что один раз у меня не завелся с первого раза джип. И после этого я просканировал программкой своей, и она мне выдала опять те же ошибки: 514 и 340. Как я обнулил в прошлый раз эти ошибки, это у нас касалось датчика, который находится под аккумулятором. Датчик измерения температуры аккумулятора. Так, я ее был там сделал, все прицепил назад, все хорошо, и после этого ошибки пропали. Но влиять этот датчик, даже если он будет не рабочий, влиять на саму заводку он не будет. Пообщался с своим, опять же таки, другом автоэлектрика, у которого огромный опыт с автомобилями разными. Он мне сказал так: что она выдает, твоя ошибка? Я ему говорю, это получается у меня распредвал. И он, исходя из своего опыта, он мне говорит так: ну смотри, что можно сказать про распредвалу и по коленвалу датчикам. Датчик коленвала у нас находится там, над стартером. Датчик распредвала, вот смотрите, он находится вот там. Что я зрительно уже сейчас даже вижу. Вон смотрите, какой он там засратый. Откуда эти подтекания будем смотреть, что там за беда. Но сам факт. Он мне говорит так: если у тебя не рабочий датчик распредвала, то ты будешь ехать, он у тебя может уже даже накрыться в дороге, ты даже этого не заметишь, у тебя машина будет просто работать. Но когда ты ее заглушишь, то, что было как раз таки у меня, я приехал, купил пиво, привез домой, поставил его, это самое, пиво отнес, пришел домой заводить, и она прокрутила стартер длительное время, и результата мне этого не дало. То есть она не завела с первого раза. Я, естественно, испугался, думаю, вообще капец, что за фигня, ошибок не было, нигде ничего, только постирал, только вот тут вот был, устранил течь, и все, ничего, как бы, все работает четко, ровно, и тут такая вот ерунда. И вот как раз таки опыт моего друга, он говорит, ну когда ты заглушишь машину, если у тебя будет проблема с этим датчиком, или он выйдет со строя, ты, ты уже не заведешь, да, двигатель. И если... Вот я думаю, он там просто, наверное, грязный больше всего. Я его ни разу не доставал за год эксплуатации. Что с ним делал кто-то до меня, я вообще не знаю. Ну, судя по тому, что я вижу, там уже течь какая-то есть, соплит оно там, значит, уже туда как бы действительно стоит лезть. И действительно оно все-таки, опять же, таки показывает, что там проблема есть. И он говорит, просто когда будешь заводить, он мог даже у дороги у тебя накроется, и ты потом просто не заведешь. Что, в принципе, у меня не завелось с первого раза, а со второго она завелась, и я поехал, как ни в чем не бывало. Что касается коленвала датчика, он сказал мне так: если у тебя накроется датчик коленвала, ты вообще не сможешь ни двигаться, не заведешь, вообще капец. То есть, насколько он ведет себя, этот датчик. Ну, после того, как я просканировал компьютером, я опять видел, у меня опять ошибочка все-таки касается, опять же, этого датчика, и она почему-то постоянно плюсуется с этим датчиком. После того, как я устранил эту проблему, пока ошибка вот эта первый раз не появится, мы это все стираем. Это означает, что ошибок сейчас нету никаких. Но после того, как происходит сбой этого датчика, после того, как машина один раз не заводится, опять записывается эта запись. Записывается эта запись, и вот сейчас мы будем снимать его. Ну, конечно же, понятное дело, там все сделать это будет тяжело. Но я думаю, по-моему, там один всего-навсего болт. По-моему, там всего один-навсего болт. Да, он видно мокрое, там вот это все откручу, сниму. Мне еще друг сказал, что там у нас очень тепло, потому что места мало. И из-за того, что там очень тепло, у нас надо еще посмотреть изначально
я думаю, это первое, ну, то, что мне бросается в глаза. И первое, что может действительно быть проблемой. Возможно, там плохая идет прокладка, та, что идет контактом. Надо будет посмотреть, что там, как и ну, туда посочилось и попало. Ну, вообще, долго об этом не будем, будем по факту уже смотреть. Как минимум, надо осмотреть провода, посмотреть на окисление контактов. И после того, как я вытащу, если он будет сильно очень грязный, этот датчик, это тоже может быть, в принципе, причиной вот этих сбоев. После того, как я все помою, почищу, я его поставлю назад, постараюсь, попробую снять ошибки, если они снимутся программно, эти ошибки, то будем ждать, будет ли сбой. Если будет хотя бы один сбой, все-таки на этот датчик я заменю. Нисколько денег он стоит много, чтобы его не поменять. Мне кажется, я по цене этого датчика купил 2 вот этих резинки. Ну, так, пока все, буду двигаться дальше, буду снимать. Так, снял. Откручиваем Е10. И сразу его убираем, этот ключ, потому что высоты вам недостаточно будет. Если вы открутите, вы его просто не снимете. Длины болта и ключа просто там места очень мало. То есть вы открутили, чуть-чуть попробовали, все хорошо, сможете открутить руками. Назад закрутили до момента, пока вы сможете рукой отжать. Снимаем ключ и после этого руками выкручиваем вот этот болтик. По-другому никак. Плюс вот ожог у меня здесь. Очень вот это горячее место, он торчит, вот эта вот штука, вот, не знаю, что она за хрень, короче, но торчит она, и к ней один раз достаточно прикоснуться, и все. Так, что касается датчика. Изначально я промыл там все, ну так, издалека, чтобы там все чуть-чуть поотставало. Промывка у меня лукомолевская закончилась, использовал эту силу, она наподобие ВДшки, ну намного хуже, честно, говно. Так, ну для промывки так пошло. Я только снимаю и вижу сразу изначально, смотрите, у меня порвалась прокладочка, вот так она отслоилась, не знаю, как она умудрилась так порваться. Ну и понятно, туда грязь всякая навалилась. Короче, он весь очень грязный. Что касается проводов и контактов, слава богу, я еще тут не видел, чтобы действительно проводам уже пришел трындец. Так что, так, ну там все повытираю, промою. Слава богу, я запасливый. Накупил колечек разных. Я думаю, тут одно из них сюда натяну. Посмотрим, какое меньше, какое больше. По идее, вот это зелененькое вот сюда вот натяну. То скину. И я думаю, у нас проблема с ним пропадет. Все-таки, я думаю, датчик будет рабочий. Как я буду двигаться дальше, все там вытираю, протираю, вычищаю. Максимально постараюсь изначально закрыть там дырку, чтобы туда ничего не насыпалось. Кусочек я обычно полотенце, кусочек оторвал, туда всунул, все вокруг повычищал. Это все мы промываем. Вот, все, оно готово. Тут промою контактики для контактов и буду собирать назад. После этого постираю ошибки, буду показывать, сотрет оно их или в процессе, может, надо поездить чуть-чуть, а потом попробовать постирать, когда уже будет нормальный сигнал, может доходить, может не будет этих сбоев. Хотя больше всего она должна стереться и появится вновь, если вдруг действительно будет еще один сбой. Так, ну, вот так вот. Может быть, еще что-то запишу. Так что пока не прощаюсь. Хотел показать маркировочку, забыл. Вот я ее промыл. Так. Что-то плохо видно через камеру. Так вот видно вроде бы. Так, и еще одно замечание. Я был в одном из видео, показывал, что у меня была завоздушка на фильтре. Вот здесь вот я менял, был фильтр, и там колечко было бракованное. Что вы думаете?
Вот сейчас я одеваю новое колечко бошевское. Официально в бошевском покупал с ихним сервисе наборы колечек, они там еще такие там, типа не дешевые, там все, вот это колечко, там сколько там гривен стоит. Ну и короче, надо обращать всем внимание. Смотрите, вот что я вижу сейчас изначально. Я его еще только один раз одел, а ему уже хана. Вот смотрите, колечко с дефектом. Вот уже дефект я этот вижу. Смотрите, ему уже хана. Я его еще только собрался одевать. Bosch сервис, вы что там вообще? Ну понятно, тут будет пропуск. И с ним будет та же самая история, что с этим. Но это чуть-чуть колечко, наверное, у меня меньше по размеру. Ну чуть-чуть, на мили-мили. Но зато оно целое. Все-таки буду скидывать это колечко бракованное. Так что брак бывает. И я уже на этот брак попал второй раз. Вот так вот. Там буду все вычищать. Так. Далее. Допишу потом. Контакт зачистил. И там почистил. Буду ставить. Датчик установлен. Подключать его пока не подключал, потому что я все это дело промыл. Вот, чистенько, красиво все. Когда промываете, обязательно мойте, не обязательно этим средством, но именно для контакта. ВДшка и остальная тема для этого не подходит, потому что она будет все-таки оставлять пленочку, которая будет собирать грязь. Она изначально идет и для очистки, и для смазки. Это что для контакта, она идет же только для очистки. И быстро высыхает, и после нее ничего не остается. Как-то написано еще, сколько там минут, 10, наверное, надо подождать. 10 минут. Ну, в общем, 10 хвилин. 10 минут. 10 минут надо подождать, это все просохло. Назад подсоединили, и все будет чин-чинарем. Если честно, я думаю, что просто из-за рваной вот этой собиралась грязь и датчик глючил. Вот такая вот ерунда. Все, пока все. После чистки датчика распредвала производил диагностику. Произвел диагностику, ошибки эти остались на месте. Что я сделал дальше? Я вернулся опять же к этому, проверил датчик, думаю, все ли с ним нормально, с вот этим датчиком. Для этого мне пришлось снять аккумулятор. Этот мы датчик почистили. Тут я посмотрел, действительно с ним все в порядке. Был уверен на 100%. Поставил аккумулятор назад. Вернулся сюда. Начинаю сканировать. И у меня эти ошибки выдает опять. То есть аккумулятор уже снял был, да? Ошибки показывают, что есть. Но самое главное, что я нажал их стереть, и они стерлись. Вот видите, стерлись. Не записывал видео. Я думал, они не сотрутся, если честно. Потому что я, получается, датчик почистил, просканировал. Они есть, и они не удаляются. После этого я завел был двигатель. Заглушил двигатель, просканировал. Удалять они не удаляются. После снятия аккумулятора их опять-таки нашло. Но самое важное, оно их стерло. Так что если вдруг у вас они не будут стираться, попробуйте снять аккумулятор. Ну, я там зачистил контакты на аккумуляторе, посмотрел на тот датчик и назад это все поставил. И после этого он опять их, этот сканер нашел. А самое важное, он их все-таки стер. Так, здесь повернули, здесь нажали, светится. Здесь Wi-Fi есть.
Есть. Запуск. Зеленая, джип. Да, дальше. Есть, наконец-то. Вот зазеленело, да, хорошо. Диагностика, коды неисправности. Так, видно, сканирует, здесь ищет. Все, смотрите, нули. Все постирало. Так, закончили мы с этим делом. Если вдруг будет хотя бы одна незаводка, я датчик тот заменю. Видео потом запишу. Ну, пока почистил все. Я думаю, что на этом все. Поездил 2 дня. И что могу сказать? Мне бы вот первое, что кинулось в глаза, заводка стала намного лучше. Что первое, ну вот можно отметить, это стартер вращается как-то резво, как-то прям, ну я не знаю, мне вот этого вроде как не хватало. Я даже иногда, вот когда купил машину, я думал, ну, наверное, аккумулятор хреновый и тому подобное. То есть, в принципе, замечания вот первые после вот этой чистки датчика распредвала можно отметить, все-таки резвее крутит стартер. Не знаю, может быть, это сам себя выдумаешь, но вот такие вот ощущения есть. Плюс ровнее работает мотор, чище работает. Это у нас касается после того, как я сделал там все уплотнения, до этого видео было. Ну и в завершение этого видео сейчас мы попробуем просканировать ключом, так сказать, на 100%. Ну, я ошибок не вижу. Попробуем еще раз на всякий случай. Нет. Раньше здесь просто-напросто высвечивались ошибки. 340, 514. Ничего. 3 раза попробовал ключом. Действительно, ошибок нет. Можно с уверенностью сказать, финита. Все, ребята, всем удачи, пока.